Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как вы можете приблизиться к своей самой сокровенной мечте, как вы можете жить в потоке изобилия, достатка и благополучия. Друзья, дадим очень важные советы, дадим очень важные рекомендации и правила, о которых мало знает и говорит. А мы в этом видео все расскажем. Так что досмотрите это видео обязательно до конца. Если что бы вы ни делали, вы не можете избавиться от каких-либо денежных проблем, вам нужно задуматься о том, что же стало для этого причиной. И вам нужно предпринимать обязательно какие-то действия, ведь с каждым днем иначе все только будет ухудшаться. Часто есть такой тип людей, которые после маленьких проблем опускают руки в своей жизни и дальше не стремятся что-то изменить в своей жизни. И они только жалуются на то, что у них возникают новые и новые проблемы в разных сферах жизни, что нет постоянно денег, что успех в делах обходит их стороной. Есть и другой тип людей, которые постоянно работают, они ищут дополнительные заработки, но как бы они ни старались, даже когда деньги начинают появляться в их жизни, происходит какое-то новое неприятное событие, которое перерастает в новые и новые проблемы, и что они в результате теряют то, что смогли накопить за какой-то определенный промежуток времени. И есть еще третий тип людей, которые способны заработать деньги в любой ситуации, и они способны справиться со всеми задачами, которые себе выставляют. Они способны найти хороший заработок, и нужды в деньгах они не знают никогда. У них столько денег, что им требуется для счастливой жизни. Возникает вопрос, а почему же так получается? А на самом деле все очень просто. Важную роль во всех событиях и в том, какие энергии вы способны к себе притянуть, играет ваше собственное мышление. Если вы видите, что вам не нравится то, что происходит в вашей жизни, начните менять свое мышление. Это сделать совсем непросто. Поэтому не все люди на это способны. Но если вы готовы, соберите все свои силы и соберите свою волю в кулак и начните двигаться в нужном для вас направлении. Только так вы сможете получить нужный вам результат. Недаром про богатых людей говорят, они мечтают и они получают, а о бедных говорят, они жалеют и теряют. Вот бедный человек постоянно себе во всем отказывает. Он, как правило, говорит, что он не может себе ничего позволить, так как не знает, как ему вообще жить с тем, что у него есть на данном этапе, и что лучшего в его жизни уже никогда не будет. Такими мыслями такие люди не только вгоняют себя в постоянную депрессию, апатию, которые также будут притягивать постоянно негативные энергии, но они и создают перед собой энергетическую программу, что говорит о том, что у них есть на данном этапе, это плохо, а будет еще хуже. Они жалеют о всех своих жизненных шагах. Не те оценки в школе, не то образование, не такие родители, не подходящая работа, но они продолжают идти именно этой дорогой и даже не предпринимают какие-либо попытки что-либо изменить. Не то образование можно получить, значит другое. Не такая работа, ее ведь возможно изменить в любой момент и найти ту, которая действительно будет вам доставлять удовольствие. Постоянным недовольством вы отталкиваете от себя потоки положительных энергий, что в результате не дает вам двигаться вперед. А также вы не можете испытывать гордость за свои, пусть даже маленькие поступки. Если на данном этапе у вас есть образование, это уже большой плюс. Если вы имеете работу, это также достижение. Нужно начать воспринимать с благодарностью все то, что у вас есть, и вы увидите, как быстро у вас начнут происходить положительные события, которые будут с каждым днем менять вашу жизнь в лучшую сторону. Благодаря за то, что у вас есть, вы можете получить лучшее.
Свои трудности нужно воспринимать не как неудачи, а как опыт, который вам дан на каком-то жизненном этапе, для того, чтобы в результате вы смогли получить желаемое. А вот мышление богатых людей в данных ситуациях будет совсем другим. Получив одно образование, они рады тому, что у них есть. Они используют его и движутся в определенном направлении. На определенном этапе, когда решают, что нужно двигаться в другом направлении, получают еще дополнительное, которое и помогает им в этом. Когда у них проблемы, они не опускают руки, а ищут выход из сложившейся ситуации. Они делают выводы и двигаются дальше, не останавливаясь в нужном направлении, и достигают поставленной цели. Бедные люди после ошибок боятся оказаться в такой же неприятной ситуации и стараются больше ничего не предпринимать, отсидеться. Что все должно решиться само собой, но это так не работает, и так этого никогда не будет. А богатые люди в сложившейся ситуации, когда допускают ошибку, сразу работают над тем, чтобы ее исправить. Сделав это, сразу выставляют новую цель и начинают двигаться к ней. Бедные люди боятся добиваться успехов, ставя блокировку уже на подсознательном уровне. Они не знают, что с ним делать, не знают, как распределять деньги, которые начнут появляться в их жизни, а также как общаться с людьми другого уровня. А вот богатые люди, наоборот, могут общаться с любым кругом людей. Они не боятся получать больше и больше денег. Наоборот, они ищут больше и больше возможностей зарабатывать деньги. Бедные люди испытывают страх перед всем новым, а богатые люди, наоборот, воспринимают это все как вызов и быстро с ним справляются, и покоряют благодаря этому новую и новую вершину. Бедные люди стараются постоянно на всем экономить. Покупают дешевую одежду, выбирают недорогие продукты, отказывают себе возможности куда-то сходить, а денежная энергия не приходит в их жизнь по двум основным причинам. Первое, потому что когда человек излишне экономен, он становится в результате жадным и в первую очередь жалеет для себя и самых близких людей. А во вторую очередь он показывает денежной энергии, что ему достаточно того, что у него есть, и он в большем и не нуждается. Этими своими действиями вы блокируете поступление денежных энергий в свою жизнь. А вот богатые люди мыслят совершенно иначе. Они стараются искать дополнительные виды заработка и доходов для того, чтобы позволить себе больше и больше. Они стараются покупать меньше одежды, но более дорогой. То же самое касается и еды. Не имеют они привычку захламлять пространство вокруг себя ненужными вещами и предметами, и с каждым днем их ситуация становится лучше и лучше. Также, если вы присмотритесь, то вы увидите, что богатые люди очень часто занимаются благотворительностью, а денежная энергия любит людей, которые готовы помогать окружающим, и тех, кто получает удовольствие от того, что тратит деньги. Бедные люди часто не верят, что для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно приложить просто немножечко больше усилий. А богатые люди знают, что для положительных изменений нужно не останавливаться, постоянно трудиться в нужном направлении, и в результате они получают все то, что пожелают. Очень важный толчок по отношению к деньгам мы получаем еще в детстве, даже на том этапе, при этом не подозревая этого. Ведь первое отношение к деньгам мы видим и воспринимаем от отношения к ним наших родителей. Если родители правильно относятся к деньгам, соблюдают все правила и не придерживаются определенных стереотипов, которые мешают получить их достаточное количество, то и ребенок будет расти и начинать жить с таким мышлением. А вот если родители будут повторять, что вы не сможете получить никогда больше, чем есть у вас денег, что из бедности не получится никогда вырваться, то и ребенок растет уже с таким мышлением, и, соответственно, вот оно и мешает получать достаточное количество денежной энергии в его жизнь. Даже если в семье не очень много денег, на каком-то этапе ребенку нужно говорить о том, что он, когда он вырастет, он сможет иметь столько денег, сколько только пожелает, и что это все находится только в его руках.
И у такого ребенка будут большие возможности и значительные успехи. Также, если в семье есть много денег, а родители постоянно повторяют, что денег нет, и что позволить они ничего не могут, ребенок постоянно это слышит. Он записывает себе на подсознательном уровне. В результате из него вырастает жадный человек, который даже имея деньги, будет уже мыслить неправильно, и это приведет его к бедности, а в результате и полному безденежью. Поэтому очень важно, чтобы ребенок с детства получал правильные установки, так как от этого в полной мере зависит его будущая судьба и образ жизни. Как только вы начнете менять свое мышление, делайте это кардинально, не постепенно, а раз и навсегда. Знаете, как вот отрезали и все. Откажитесь от чего-то привычного, что вы делаете, например, изо дня в день, и двигайтесь совершенно в новом для вас направлении. Каждое утро для того, чтобы начать менять свою жизнь в лучшем направлении и получить в нее достаточное количество денежной энергии, нужно давать себе правильные установки. Если придерживаться правильных установок, то человек может находить решение любых проблем и обязательно получать желаемое, притягивать деньги и светлые энергии. И первое, вот именно это правило должно звучать так, что вы будете счастливы не тогда, когда у вас будут деньги, а когда вам их будет достаточно. Это поможет вам понять, что при любых условиях вы должны продолжать двигаться к поставленной цели, а не опускать руки. Только так и никак иначе. Следующее звучит следующим образом. Счастлив не тот, кто обладает большим количеством денег, а тот, у кого их вдосталь для счастливой жизни. Это поможет вам понять, что не стоит постоянно гнаться за богатством, а вам нужно начать зарабатывать столько, чтобы, тратя и получая их, вы действительно ощущали счастье. И следующее правило очень важное, и оно звучит так. Если человек хочет, он может получить все, о чем мечтает. И если он будет двигаться в нужном направлении, то даже больше, чем ожидает. Это поможет вам понять, что вы способны на все, главное верить в себя и в свои силы. И все обязательно у вас будет хорошо. Когда ваша жизнь начнет меняться, так как вам будет нужно, не останавливайтесь на достигнутом. Затем выставите обязательно для себя правильные отношения с деньгами. Начните соблюдать все основные правила, и все проблемы уйдут сами собой. Вы должны понять и такое, что вы не работаете только для того, чтобы получить деньги, а вы работаете для того, чтобы получить деньги и осуществить желаемые планы, достичь новых вершин, попробовать то, что ранее было недоступно, и побывать там, где всегда вам хотелось. Очень важно, чтобы каждый из нас, просмотрев это видео, постарался откинуть все свои страхи, сомнения. Постарайтесь настроиться на принятие нужных вам энергий. Вы знаете, это очень сложно, потому что мы живем вот в мире таких вот трансформаций. Иногда людям очень сложно понять, что им делать, куда идти, в каком направлении двигаться. Очень важно, чтобы каждый сейчас, вот в сию секунду, когда вы досмотрели до этого момента видео, научились жить в данном моменте, в данную секунду. И не стоит планировать уже на какие-то срочные, долгие периоды. Почему? Потому что наша жизнь на данном этапе, она очень сильно меняется. Вы будете удивлены, но через год в это же время вы будете смотреть на это все и на те проблемы, которые у вас были, вы будете понимать и осознавать, что да, вы выросли, вы осознали много чего, вы поняли. Но и жизнь, вне зависимости, хотите вы этого или нет, она также меняется. Потому что Вселенная это также есть материальный мир и есть нематериальный. В материальном мире мы видим только те трансформации, те изменения, которые мы можем прочитать, услышать, увидеть, прочувствовать. Но в нематериальном мире, на энергетическом уровне, во Вселенной, она настолько безгранична, она настолько возможна для каждого из нас, что то, что происходит, мы, к сожалению, не видим. Поэтому Вселенная также использует простое правило. Сначала все происходит на энергетическом уровне, происходят определенные процессы, которые выстраиваются в определенную цепочку уже и в материальном мире.
Также обращаем ваше внимание, что если вы сегодня имеете какие-то проблемы, вне зависимости в какой сфере, научитесь их решать по мере их поступления. Это очень сложно перестроиться, но на данном этапе в жизни каждый из нас проходит определенные уроки. Кто-то прошел 5 лет назад, 10 лет назад и научился жить по-другому. Он не переживает за те события, которые происходят сейчас. Он не переживает за то, что может быть, не может быть. Да, конечно же, каждый из нас, человек хочет знать, а что будет дальше? Как это узнать? Как это прочувствовать? Как быть на вершине успеха? Вы знаете, мир меняется, время меняется, люди меняются. И уже будет не прямо сегодня, не завтра, через пару лет это будет мир совсем другой. И очень важно, чтобы каждый из нас на данном этапе убирал вот эти свои страхи, свою депрессию, апатию, злость, ненависть. Каждый из нас хочет сегодня быть третейским судьей. Сказать, вот как правильно, вот так можно, а так нельзя. Так уже не получится, потому что каждый из нас – это Бог. Это мир, это Вселенная. И каждый из нас строит свой мир. И если он выстроен неправильно, например, вы нарушаете пространство другого человека, вы кому-то посылаете негатив, плохие слова говорите и так далее, вы должны понимать, что это к вам возвращается. И потом через этот вопрос, а почему я? Неужели я к этому причастен и так далее. Кроме того, обращаем ваше внимание, если вы еще и 10 лет назад допустили ошибки, в разных сферах, кого-то обманули, у кого-то что-то украли, написали кляузу и так далее, обращаем ваше внимание, что на протяжении вот этих 2 лет такие люди, они думают, что, знаете, вот они вышли из каких-то ситуаций, их это не коснется и так далее. Нет, это коснется их очень таким способом, достаточно тяжелым, потому что сейчас время, чтобы каждый из нас проиграл определенные ситуации, сделал определенные выводы, чтобы человек изменился. Поэтому, пожалуйста, меняйтесь, но меняйтесь только в лучшую сторону. Не останавливайтесь, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах. Не хватает информации, есть интернет. Нет интернета, найдите людей, которые, возможно, вам подскажут, помогут вам. Кроме того, обращаем ваше внимание, когда вы начинаете искать какую-то информацию, она к вам со временем начинает еще поступать по чуть-чуть, не спеша, чтобы вы могли переварить и принять эту информацию к сведению. Кроме того, используйте новое свое мышление, используйте аффирмации, установки, потому что это поможет вам, и вы увидите, как вообще все изначально было просто. Только нужно было выбрать правильный путь. Помните о том, что правильный путь у каждого он свой. И если вы идете этой дорогой, знаете, это ваш путь, это ваша дорога, по которой вы идете, а не кто-то другой. И не имеет права никто другой говорить, что так неправильно, так нельзя было и так далее. Но вы выбрали, вы хотите пройти и прочувствовать это все. Это нормально. Но ни в коем случае не настраивайтесь на негатив. Это очень важно. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.